Всем доброй ночи, дорогие друзья. Я хочу подарить вам ритуал, который собиралась дарить давно. Но знаете как, я не люблю абы как-нибудь что-нибудь-то снять, лишь бы что. У меня всегда все должно быть правильно и как положено. Я к своей работе очень ответственно отношусь. Отсюда, собственно, и результаты моего труда. И поскольку вчера на эту огромную жирную жабу наговорила и отдала все свои вот эти вот, свою усталость хроническую и прочее, а я вам говорю, что сапожник без сапог, устаешь и не до себя. И вот иногда, временами, когда я снимаю исцеляющие заговоры, кстати, с жабой очень сильная работа, учтите – очень сильная работа. У меня еще одна жаба сидит там ждет. Я думаю, пока лето, пока их можно ловить, надо все, что связано с животным миром, показать. Ну, по крайней мере, не все, но очень многое. А потом уже зимой люди сами будут делать. И у меня просто настолько ушла хроническая усталость. У меня от того, что я часто поднимаюсь туда-сюда, немножко ныла нога, потому что много хожу, переношу, приношу и так далее. Ну, весь день делами занимаюсь, завал работы. Вот просто это все ушло. Но это не первый раз и скажем так, не удивительно. Вы знаете, мои работы на себе испытали. И сегодня столько энергии, настолько много, что вот сейчас я могу уже снять ритуалы, которые давно хотела, поскольку все должно быть так, как надо, не просто лишь бы что-нибудь там сказать. Как некоторые считают, что надо побольше снять, и тогда переплюнут Хосроева. Нет, дорогие друзья, не побольше надо снять, а надо снять достойные работы, правильные работы, сильные, которые дают реальный результат. Вот этот ритуал – исцелить свою кровь. Этот ритуал может поменять состав крови. Этот ритуал я давала людям года 3 назад, где-то так, у которых был рак крови. Помимо того, что я с ними работала, помимо того, что они лечились, почему я не называю вылечить кровь? Лечить мы не вправе никого. Лечить должны врачи, настоящие доктора, а не так вот, кто одел белый халат. Сейчас в мире магии тоже заполонили всякие там аферюги. Карты покупают и думают, что они ведьмы, колдуны. Понимаете, почему-то показатель, что раз есть карты и руны, значит ведьма. Нет, уважаемые, вот точно так же не каждый в белом халате есть доктор. Много барыг в белых халатах просто, лишь бы содрать, они готовы сочинить вам любые болезни. Так вот, помимо того, что нужно лечиться, но бывают случаи, когда вот врачи разводят руками, вот не знают, что, почему у вас. А кровь, она очень важна, она несет генетическую информацию. Кровь – это информация о наших предках. По крови нашей идут наши поступки. И во многих традициях в крови находится душа человека. Именно поэтому считается, что как только кровь ушла с человека, именно поэтому человек умер. А не только потому, что нет этой жидкости в организме, а потому, что душа ушла. Кроме всего прочего, люди, которые сдают кровь, они передают отчасти свои поступки жизненные другому человеку. Да, это по необходимости, чтобы спасти, но это так. Пересадка органов, передача крови. У вас меняется полностью судьба. Полностью. Нет, вы не становитесь тем человеком. У вас перемешивается это все, понимаете, воедино. Но когда нет выхода, конечно, надо на это идти. Куда деваться? Но многие религии запрещают. Медицина сейчас шагнула вперед, и она не обращает внимания. И я считаю, что правильно делает, потому что если есть шанс спасти человека, надо, на все закрыть глаза все-таки. Легко сказать, нельзя и не стоит. А когда близкий человек, и вот надо его спасти. Вот поэтому очень часто берут у родных и близких, чтобы
его судьба не так уж сильно изменилась, поскольку он остается в своем роду. А когда берется кровь совершенно иного человека, помимо болезни, потому что иногда, к сожалению, плазма не всегда проверяется врачами, и такое бывает, помимо болезни могут передаться и передаются очень многое, что связано с судьбой человека. То есть меняется судьба человека абсолютно. Может в лучшую сторону, может в худшую сторону. Но если в худшую сторону, естественно, ходят к ведьмам, чтобы это все заговорить и убрать, чтобы остановить. А иного выхода нет. Человек должен бороться за свою жизнь и судьбу, и в том числе. Так вот, вот этот ритуал помог человеку изменить состав крови. И когда она пошла, сдала на кровь анализе, врачи были в шоке. Они не могли понять. Они ее готовили ко второй операции, потом химиотерапии и так далее. Они сказали, у вас кровь полностью обновилась, как будто, знаете, когда обновляется кровь? Вообще кровь женщины, насколько я знаю, раз в 4 года обновляется. Потом обновляется при родах. Были случаи, что женщины просто смертельно больные решили родить ребенка и все-таки оставить родителям уйти, ну, дать жизнь ребенку. И после рождения ребенка они начали жить. У меня есть такой пример. У дяди жена, то есть сестра жены, она умирала. Ее возили куда только не возили. И одна ведьма сказала, она родит ребенка и будет жить. Она родила ребенка, но муж не говорил, муж скрывал, что есть такой момент, что ребенок, которого она родит, может взять на себя вот эту не болезнь матери, а эту судьбу. Представляете, ребенок через 4 или 5 лет, сейчас точно не помню, маленький ребенок, она умерла. Она осталась жива, сейчас у нее 2 детей еще. Но вот этот ребенок, который родился и благодаря которому она выжила, этот ребенок ушел. То есть, ну, так получилось, наверное, обмен судьбами, что ли, она сделала. Но до конца неизвестно. Но я знаю, что приносили кость мертвую, ложили ей под подушку. Там одна женщина очень сильная занималась этим всем. Но факт в том, что она жива. Она жива, боролись за ее жизнь. Магия, она всемогущая, если следовать ей. Очень многое зависит от нашей крови. Нехватка витаминов в крови, и человек хочет спать, у него нет силы, ему плохо. Кровь нездоровая, на лице это высыпание, все это видно. Вообще, я вам скажу хороший рецепт для тех, у кого постоянные вот эти прыщи, угри и, значит, вот эти пятна. Берется кровь с вены и колется в попу. Да, 10 дней. Обновляется кровь. Оно сразу рассасывается, все это уходит. Много таких случаев. Вот только это помогает иногда, когда просто уже выхода нет. Тем более дети, когда ковыряются, остаются вот эти все пятна. Надо ждать, пока растянется кожа. Это целая история. Поскольку у меня полсемьи медики, я вам говорю, берется с вены, но это должен делать человек знающий. Вам самим этого делать не стоит вообще. Вот снимается кровь с вены и колят в попу. Обновляется кровь. Часто эта процедура делать не следует. 2-3 раза в год можно только. Но обычно помогает после 4-5 сеанса. Сразу же. Вот результат налицо полностью. Она обновленная кровь всасывает в себя, то есть зачищает, полностью убирает. Вот. Все зависит от крови. Иногда из-за нечистоты крови человек полнеет. Иногда из-за нечистоты крови у него начинается болезнь с зубами, с деснами и так далее. Потому что в крови чего-то не хватает. И состав крови, да, меняется таблетками, медицинскими и так далее. Есть возможность, лечитесь у хороших врачей. Но можно и вылечиться, и исцелиться самой, помочь медицине своими силами. Этот ритуал проводят 3 ночи кряду. После 6 вечера обязательно. Ну, то есть, когда солнце село, сейчас уже садится пораньше, но летом надо, значит, позже, 8-9 часов. Сейчас тоже лето, но уже... Нет, уже осень, извиняюсь, все. Бабье лето. Потерялась во времени вся. Так вот, что для этого нужно? 3 ночи кряду. 2 восковые толстые свечи, потому что первый день они горят, когда вы делаете ритуал, вы их должны потушить. Следующий день опять. И на 3-й день они должны догореть полностью. Гранатовый сок,
бессмертник и зверобой. Я тут полила немного спиртом, чтобы они быстро горели. Можно полить слегка спиртом. Соль, потому что соль вытягивает. Сначала мы должны очищать внутри все, что есть. Там слова, скажем так, под эту вот традицию древнюю очищения, обновления крови. Ведь я ж заржавела от моих этих всяких манипуляций. У меня основное количество атрибутов уже участвовали чуть ли не просто вот ветераны. Черные свечи. 3 свечи. Первый день вам нужно. 3 черные свечи. Сначала очищаем, делаем 3 отливки воском на соль. То есть соль вытягивает. Я уже вам рассказывала, показывала и говорила вам о способностях кристалликов соли. Не будем повторяться. Соль тянет гной, всякую гадость, не только с продуктов, именно поэтому солят продукты, мясо и так далее. А еще и тянет с нас, с нашей энергии. Вот эта ментальная энергия, которая над нами, она тянет, соль тянет эту черную энергетику на себя. Поэтому сыпали соль на подоконник, потом убирали, солью чистили, солью делали отливки и так далее. Соль, соль, соль. В очень многих местах фигурирует соль. Воск. Воск, который создан пчелами из 1000 этих пыли, да, цветочной пыли. 1000 миллион цветов. Что такое цветы? Цветы – энергия Земли. То есть энергия Земли. Поэтому отлив воском, очищение воском, зажигание воском дает сильный эффект. Бессмертник – трава, которым в древние времена лечили даже рак. Но это способы, которые знали только очень сильные врачи, поэтому мы сейчас это углубляться не будем. Но зверобой, бессмертник, они создают определенную такую сетку, и они тянут вот эту вот черную энергетику с человека. Травы создают сетки дома, невидимые такие сеточные, в которых, значит, закрываются и не могут выйти, как в паутине, злые сущности, скажем так, вампиризирующие сущности, лярвы и так далее. Именно травами очищать, они их отпугивают, они боятся, они задыхаются, не могут питаться вами. Но в этом случае эта сетка невидимая, она будет тянуть с вас, с вашей крови и с вашего вот этого ментального поля, тянуть вот эту черноту. Сначала надо очищать, а потом уже обновлять. И гранатовый сок, гранат как символ плодородия, как кровь земли. Гранат называли кровью земли. Чем поят людей после операции? Гранатовый сок. Гранат очень схож по строению молекулярному, значит, очень схож со строением нашей крови. То есть состав очень схожий. Мы все из природы, понимаете, мы все земля. В земле все, что есть, оно дается растениям, дереву, плодам. Мы потом в землю превращаемся. Это никуда не девается. Это круговорот жизни, это философия. Материя, да, вечность материи. Одна материя просто преобразуется в другую материю. Никто никуда не девается. Все здесь. Все предметы превращаются в пыль. Эту пыль мы берем, используем обратно и так далее. Итак, зверобой, бессмертник, 2 толстые свечи, которые надо зажечь 3 ночи кряду. То есть первую ночь начитали их гасильником, погасили, убрали подальше. Вторую ночь и третью ночь, когда вы сделаете, это должно прям растаять до конца. Очень сильный ритуал, может голова кружиться, может дурно стать, но кровь поменяет свой состав в течение 2-3 недель. Вы это будете чувствовать. Вы будете молодеть. А вы знаете, что состав крови меня, многие богатые женщины так молодеют. Вот это вот хренотень с выпиванием крови детей. Дорогие друзья, это просто фигня, которую пустили в народ, чтобы отвлечь от своих проблем. Как вот мексиканские сериалы, все побежали смотреть, как там Марьяна любит Хулио Иглесиас или кого там, и забыли про то, что им есть нечего, завтра и зарплаты не платят. Вот то же самое здесь. Фигня это все, не верьте в эту всю херотень. Никому не надо пить кровь детей, чтобы, знаете, разбогатеть или там стать моложе. Для этого существует более
такие хорошие методы. И кроме того, глядя на голливудских звезд, я бы не сказала, что они сейчас молодо и прекрасно выглядят. Все помятые бабушки, дедушки, им по 80 лет. Они соответствуют своему возрасту, но, может быть, просто немножко ухоженнее, там, чем обычный человек, который работает на тракторе. И вот и вся разница. А может и более помятый, потому что их жизнь, она насыщенная работой и спиртными, наркотиками, чего только у них в жизни не бывает. Поэтому вот не верьте в эту херотень. На всех сильных и известных людей гавкали, лаяли кто? Вот эти вот лоботрясы, которые валяются на диванах и ничем не занимаются. Обновление, возможно, магии. Ничью кровь пить не надо. Свою кровь поменяйте, и будет меняться тело. Начали. Итак, первым делом вот эти 3 свечи берем. Восковые. Погодите. Я-то вытащу фитиль. Да что такое? Так, все. 3 свечи, потому что в первый день мы используем 3 свечи. Да, забыла сказать. Каждый день после ритуала берете вот эту соль, которую вы начитали, очистили, и все, что там сгорит, пепел, сыпите сюда, завязывайте, как хотите, крест-накрест, не крест, без разницы. Просто нужно завязать и вынести. Вынести из дома под дерево, оставляйте 3 монеты. И говорите, откупаюсь, и возвращайтесь. И последний день, когда вот эти большие толстые свечи догорят, точно так же все это берете, только за исключением тем, что тут последний раз и вот эти свечи тоже, огарки остаются. Это тоже берете, уносите, также 3 монеты, откупаясь. Больше ничего делать не надо в этом случае. Но у вас не просто энергия, вы помолодеете. Только сделайте правильно. Да, и самое главное, я забыла предупредить. Вот это самое главное и самая главная часть этого ритуала. Неделю вы не должны есть ничего мясного. Ни сосиски, ни колбасу. Вообще даже намека на мясное быть не должно. Ничего, что связано с мясом, с кровью, вообще. Неделю. 7 дней. Ну, если больше, так больше, но не меньше. И на 8-й день вот это сделать. Иначе эффект будет не такой. Потому что ваша кровь должна полностью очиститься. Что бы там ни было, это чужая плоть и чужая кровь. Да, мы вправе есть живых существ. Хотя еще раз говорю, что я за гуманность в отношении к ним, да, чтобы живое существо не чувствовало боли и прочее. Есть такие методы. И вообще все знаменитые, скажем, мясники, они знают, что животному меньше всего боли причинить. Это реально. Поэтому мы сейчас не будем углубляться в это. Но ваша кровь не должна абсолютно касаться никакой чужой энергетики мяса и крови. Никакой. Все, что содержит мясо и кровь, подальше целую неделю. На 8-й день начинайте. Итак, начнем. Так. Буду капать, читать. Я не особо могу отвлечься, потому что вы сами понимаете, все вместе сделать не очень удобно, но, по крайней мере, вы поймете, как надо делать. Будет гаснуть свеча, если ничего страшного, делайте по новой. То есть зажгите по новой с этих больших свечей. Ты, руда моя руда, ты душа моя душа, в венах красная вода. Там душа моя сокрыта, сила жизни в ней закрыта. Обновись ты, моя кровь, здоровей, силы набирайся, от хвори очищайся. Состав крови моей усилься и меняйся. Элоим, 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 во имя Черета. Летит орел через горы черные, в клюве держит красную нить. Нить красная обрывается, а кровь моя обновляется. Ты руда моя руда, ты душа моя душа. Заговариваю я тебя на обновление. Не я говорю, а дух древний Черет тебе приказывает. Заклято. И докапайте. Немного будет кружиться голова. Но
аж, знаете, вот такое ощущение, как давит в голову. Прямо давит на голову, но потом отпустит. Я буду по одному разу делать, иначе мы не успеем с вами. Вот, 3 раза начитали и накапали. Когда уже остается чуть-чуть, вот. Она заодно еще очищает от плохого самочувствия, может очистить, даже снимет такой несильный сглаз, потому как соль в любом случае снимает. Так. Вот сюда. Далее, второй момент. Значит, пойдемте дальше. Сейчас я поменяю местами. Итак, друзья мои, нужно сжечь эту траву. Возьмите прям такой котелок, такой здоровый, нормальный, потому что здесь долгая работа и должно быть безопасно для вас, естественно. Все же это огонь. И учтите, всегда держите рядом воду. Я сейчас не взяла, но рядом всегда держите воду, потому что как-никак это огонь. Понимаете меня? Здесь нужно быть предельно осторожными. Так, секунду, отодвинем. Ну вот прям что-то я со спиртом слегка переборщила. Ну ничего. Это не есть страшно. И вот пока горит, читайте. Даже если она погаснет, это не страшно. Вы, главное, читайте. Я отодвину, чтобы камера не перегрелась и не отключилась. Начнем. Ты руда моя руда, ты душа моя душа, в венах красная вода. Там душа моя скрыта, сила жизни в ней закрыта. Обновись ты, моя кровь, здоровей, силы набирайся, от хвори очищайся, состав крови моей усилься и меняйся. Элоим, 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 во имя Черета. Летит орел через горы черные, в клюве держит красную нить. Нить красная обрывается, а кровь моя обновляется. Ты руда моя руда, ты душа моя душа. Заговариваю я тебя на обновление, не я говорю, а дух древний Черет тебе приказывает. Заклято. Дорогие друзья, я почему называю очень сильные, чтобы вы знали и серьезно к этому подходили. Потому что есть ритуалы, которые можно переделать, если что. Есть ритуалы, к которым надо очень серьезно относиться и подходить правильно и так далее. Поэтому, но это очень сильный ритуал, который обновляет кровь просто. И состав крови меняет через некоторое время. Делать нужно 3 ночи, напоминаю еще раз. Названо не просто так это все. Итак, пока горит, мы возьмем сок гранатовый и начитаем на гранатовый сок и выпьем. На траву и огонь нужно читать 3 раза. Все время по 3 раза. То есть общее получается 9 раз. Запомнили? Итак, на сок гранатовый. Можно самим выжимать. Ты руда моя руда, ты душа моя душа, в венах красная вода. Там душа моя сокрыта, сила жизни в ней закрыта. Обновись ты, моя кровь, здоровей. Силы набирайся, от хвори очищайся. Состав крови моей усилься и меняйся. Элоим, 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 во имя Черета.
Летит орел через горы черные, в клюве держит красную нить. Нить красная обрывается, а кровь моя обновляется. Ты руда моя руда, ты душа моя душа. Заговариваю я тебя на обновление. Не я говорю, а дух древний черед тебе приказывает. Заклято. 3 раза начитать и сок выпить. Ой, аж голова закружилась. После этого можете даже лечь, немного отдохнуть. Ну, у зверобоя запах такой терпкий, но в любом случае он очищает заодно и пространство. Вот ждете, пока это все догорит, то есть трава. Если у вас быстрее сгорит, то замечательно. Ждете, пока это все остынет. Свечи нужно погасить для того, чтобы полностью 3 дня, то есть 3 ночи начитать, да, весь ритуал провести. После чего нужно посыпать сгоревшую траву туда же, завязать в узел или как сделать, отнести под дерево, оставить с 3 монетами, говорить: откупаюсь. Первый день будет шатать. Второй день будет такое ощущение, как будто, знаете, шикочет вены, прям начинается обновление. Глаза откроются, давление стабилизируется, очень много чего. На 3-й день лучше будете чувствовать, но обновление крови будет идти от 2 недель до месяца. Обновляться будет постепенно. Ничего такого у вас не будет, просто будет прибавляться силы. Глаза даже могут поменять цвет, то есть вы начнете молодеть. Я вам хочу дать ритуалы на омоложение в том числе, потому что в нашем мире, во-первых, мы едим хрен знает что, пластмассовую еду с магазина. Во-вторых, стрессы, усталость, пережитые нами. Чем дальше, тем люди подлее. Живем среди стада просто. Очень много чего. Зависти, ненависти, усталость, стресса, сил нету, работаем. Прошлые воспоминания, боль, душевные страдания. Ну, в общем, много чего. И время от времени нужно обновляться полностью, оздоровиться, чтобы сохранить молодость надолго. Помимо витаминов, помимо правильного питания, спорта и прочее, еще и молодость и красоту. Потому что не только спорт, дорогие друзья, и не только худоба. Может, кому кажется, что вот худая и красивая. Ну, лошади тоже, знаете, вот бывают такие лошадки, вот смотришь на них, ни сиськи, ни письки, извиняюсь за выражение, ничего. Ну и худая, что здесь, доска, вон, бежит там на этих кедах, худая вся красавица. Не только в этом дело, еще и блеск, еще и красота, еще и черты лица, еще и здоровая кожа и так далее. Очень много играет роли, понимаете? Не только быть худой и все, и этого достаточно. Итак, берите, проводите, но делайте правильно, потому что это очень сильный ритуал, он вам очень сильно поможет, если вы сделаете, как должно быть. Всем удачи и всех благ. И напоследок, не втерпёшь, сами переписывайте ритуал. Еще раз кто-нибудь посмеет мне. А где ритуал? Еще раз кто-нибудь посмеет Яне написать, выкину с форума. Не наглейте, хватит. Сильно надо, берите, переписывайте. Чай не на другом языке, на русском. Прекрасно разбирайтесь. Можно заменить это на то, а вот у меня того нету. Нету, не делайте. В ритуалах должно быть все так, как сказано, если вы хотите добиться результата. Не просто для галочки, а вот чтобы оно вам помогло. Все. Не болейте, здоровейте и будьте молодые и счастливые. И самое главное, тайна и секрет молодости – это быть душой чистыми людьми. Когда душа у тебя на высоком уровне, это отражается на лице. А уродливая душа рано или поздно на лице отражается. Как бы человек ни был красив внешне, если душа дерьмо, рано или поздно на роже это отражается. Всем удачи!